Вот сижу сейчас и понимаю, что не знаю, с чего начать этот ролик. Мне очень давно не попадались настолько офигенные кадры. Мы с вами пересмотрели уже кучу видео. И в каждом из них, пусть это заброшка или видеокамера, в основном попадалась какая-то фигня, где мы свободно могли ответить почти на любые вопросы. Но в этот раз все иначе. Попробуйте приглядеться получше, всмотреться получше и обязательно написать в комментариях, что вы разглядели и как это можно объяснить. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и прямо сейчас мы посмотрим действительно самую страшную, непонятную, необъяснимую подборку страшных видосиков. Устраивайся поудобней, прожимай лайк, подписывайся на канал, прожимай колокольчик, ведь только так ты будешь в курсе новых видосов. Приятного тебе просмотра, погнали! Итак, ребята, тут нам пытаются рассказать о том, что одна женщина, которую ввели в монастырь для изгнания нечистой силы, вот она как-то кричала. По мере Растудыть твою приближения тудыть. камеры демон ревет все громче. Демон или бабка? Ужасно. Редакторы Reddit предоставляют больше информации в комментариях. Информация в комментариях есть. А у нас, блядь, будет она или нет? Думаешь, она буханула просто? Ей не дают, например, и она... Многие Суки. предполагают, что это, скорее Какая всего, церковь? психическое заболевание Я просто или бухаю. злоупотребление психоактивными веществами. Хотя я согласен с Ну, тем, либо что да, и либо то, и что-то с другое солями, возможно. короче. Я просмотрел слишком много видео с этим. Тут нам рассказывают про парк развлечения. И здесь засняли какого-то призрака. Ага. О, божечки. Ты это видел? В Да. темноте стоит призрачная фигура. Посмотри еще раз. Почему сразу призрачная фигура? Что это такое? Может, на что-то блик так света кидает? Я предполагаю, что это призрак участника карнавала или посетителя карнавала. Либо, да, который какая-нибудь потерял статуя, свою жизнь. которая... Что бы это ни было, мне кажется, что ему здесь не место. которая должна здесь присутствовать. Опа-на! Тут у нас опять Болливуд. Опять ютуберы. И нам рассказывают о том, что они пытаются поймать демона в сети. Давайте зырить. По мере того, как они продолжают его выслеживать, Опа! они наконец обнаруживают его. Но поимка проходит не так, как планировалось. Видали? Они еще и демона создали. И с сетями его ловят. Они снова испытают счастье, А вы но говорите, по-прежнему не какие-то могут там в схватить заброшках снимают, двигают стулья. Вот это уже... Ой, идиот это, блядь. его. И на самом деле вместо этого он начинает преследовать их. Слушайте, очень хочу послушать ваши комментарии Но по в своем поводу, преследовании он, похоже, сам себя по загнал в поводу ловушку. этого крутого видоса. Хихи, блядь. А. Была ли эта поимка по-настоящему успешной? Я не уверен, смог ли демон вырваться на свободу или нет. Но у меня такое вообще чувство, капец. что это не последнее, что мы о нем слышим. Так, тут, я так понял, мужчина привез своих детей. Они долго ехали куда-то, путешествовали. Где-то... Ух, ёпатать. Они остановились где-то и... Кого-то увидали. Здесь ничего такого нет. Здесь ничего такого нет. Боже мой, я такой, боже мой. У меня прямо мурашки по коже бегут. Боже мой.
Что это такое? Вот это было стрёмно. Джордан слышит жуткое рычание, и когда он смотрит на свой телефон, то замечает темный силуэт фигуры без видимых черт, стоящий прямо у него. Ну, видно, как он вскакивает охренел, и да? оборачивается, Интересно, но значит, там что ничего это? нет. Что это? Фигура исчезла. До сих пор Джордан Вот понятия это не уже имеет, кто или что интересненько. находилось в комнате вместе с ним и его детьми. Он все еще беспокоится о том, что могло бы произойти, если бы он не проснулся. Вас бы съел демон. Так тут рассказывается о том, что есть какая-то певица популярная, у нее там сколько-то дохренелион подписчиков, и она обычно публикует видосы, где вот она поет, ну и повседневной жизни что-то, ну все как обычные там блогеры и прочее. И вот что-то от нас. Что произошло? Химена говорит, что почувствовала, как что-то силой коснулось ее спины. Она вскакивает и оборачивается, ожидая, что там кто-то есть, возможно, разыгрывающий ее. Там А там никого. никого. Нет. Но вы это видели? Ну, скорее всего, Нет. нет, потому что это видео выглядит так, будто оно было снято с помощью картошки. Но после С помощью публикации картошки видео в это и было, Instagram походу. обеспокоенные поклонники Химены отметили, что на видео они видят две призрачные руки, хватающие ее за голову и правое плечо. Химена говорит, что она шокирована и не знает, что делать, кроме как просто Мне кажется, двигаться это дальше как-то и так попытаться просто забыть. С тех пор Это Химена же больше бликамеры, ничего не вот, публиковала о кубики паранормальных эти. явлениях. Тут девушка-тиктокерша, которая Хорошо, если вы записывает похожи на видео меня и о ищете духах. новый фирменный аромат, который заставит вас отбиваться от мужчин, отбивайтесь от лап. Аромат. Но вы понимаете, что я имею в виду, Это что, как будто вам не говном? придется их отбивать. Позвольте мне еще раз все обдумать. По сути, все будут выслеживать вас и спрашивать, что на тебе надето. Потому что однажды, что у когда тебя я за выходила из звезды? комнаты, эта Прыщики? сучка последовала за мной и сказала, даже если тебя больше нет в комнате, я все равно чувствую твой запах. Что это такое? Не надо так себя вести. И я продолжаю покупать наборы Discovery. Во-первых, потому что они дешевле. Во-вторых, потому что у этого Так. бренда так много ароматов, что мне нравится. Какой из них я вообще люблю? Я даже не знаю. Я склоняюсь Сейчас к будет арабской мистика. тонке. Да Думаю, именно пиздися. так вы это и говорите. Слышен неопознанный детский голос, говорящий «Привет, Мелоди». Мы отбиваемся, делаем паузу. Но вы же знаете, какая я. Кого из них я вообще люблю? Типа я не знаю. Сейчас Мелоди вообще не слышит этот голос и совершенно не осознает, что она только Ну что-то слышит. там было такое. Поэтому она переключается на другую тему и записывает другое видео. Но потом она слышит это. Хорошо, во-первых, почему никто не сказал мне об этом, если вы это сделали? Да, Ну как будто бы она одна. Один. я виновата. Я совсем забыла. Я как-то не подумала об этом. Я дома одна, и мне показалось, что кто-то позвонил мне, и я... Звонил, может, сказал что-то? Это Мелоди. Может быть, это была моя кошка, и иногда она говорит как человек. А, ну, все тогда в порядке. Ты что куришь перед этим? Это ведь был ты, верно? Что такой? Верно? Кто-то окликает Мелоди по имени достаточно громко, чтобы она действительно... Ну было слышно, да, так. Хорошо, во-первых, почему никто не сказал мне об этом, если вы это сделали? Да, Прям громко, так отчетливо, да. Но потом Мелоди вспомнила кое-что жуткое. Она дома одна. Она сразу же начала волноваться, и голос снова позвал ее по имени. Теперь в аудиозаписи все ее записи слышен не менее странный, жуткий шипящий звук или звук дыхания. Странный Итак, после звучок. публикации видео в TikTok, многие зрители считают, что Мелоди имеет дело с мимиком. Типом сущности, которая копирует голос своей цели и их семьи в «Попытайтесь завладеть их Фига жизнью». себе, мимик. Но другие считают, что это может быть просто неисправность Amazon Alexa. Но Мелоди говорит, что у нее дома нет устройств Alexa.
Еще кое-что, Алекса. Жутко. У меня нет Алексы. Значит, Мелоди угрожает опасность со стороны сверхъестественных сил? Или Да, все да, это да. просто Или тщательно всё это продуманная желтые звездочки. мистификация? Решать вам. Так, тут рассказывается про Бостон, про бумажную фабрику в Пенсильвании. И мотоциклисты одни поехали, ну, попутешествовать, да, и посмотреть, что это за местность, достопримечательность, так сказать. Вот. И сам он, я так понимаю, что они даже не паранормально там вот это не охотятся, они просто вот путешествуют, что-то смотрят, всякие места, не обязательно заброшки, а в целом, и вот наткнулись на это место. И вот интересно, что им тут... Здесь водятся привидения. Один. Да. Спокойной ночи, я и мои приятели. Мы все пошли туда, и как будто что-то пробежало у нас за спиной. Я не шучу. Вперед, в Напчат, как будто он заснял это на камеру и все такое. Кеннет и Джастин прибывают на бумажную фабрику и начинают исследовать разрушающееся строение. Как раз в тот день, когда солнце начинает клониться к закату, Кеннет и его друг находят темный подвал фабрики и спускаются туда, чтобы все осмотреть. И вот тут-то события принимают очень жуткий оборот. Ну-ка, ну-ка. О боже мой! Давайте спустимся туда и посмотрим, что происходит. Хреновая идея. Хотите спуститься туда? Совершенно верно. Давайте Хотя сделаем хорошая. Хорошо. Чем мы тут греха-то Мы и не таить будем? подозревали, Отличная что от идея, того, что нам давай. предстоит пережить, у нас всю оставшуюся ночь будут мурашки бегать по спине. Вы решили Ну переночевать, что что же, ли, я здесь? хочу опуститься ниже, поближе к этому месту. Там в бобровой плотине есть кость. Это хорошо. Это святое. Бобровая Видите ее плотина. прямо здесь? Что это такое? Это кость. Кость? Я ее не вижу. Вот так оно и есть. Какого хрена? Кости? Ёлки-палки. Ну это елки-палки. Ой, я там певец. Это ребенок. Что это было? Алло? Да, Ни хрена убирайтесь так оттуда. близко. Да, еще немного этого. Вы это слышали? Хрена Вода. было Что далеко это звук, было? а потом Я такой понятия хренак не так имею. близко. Двое исследователей услышали очень странные звуки, а затем из темноты послышался странный голос. Он звучит Блин, совсем рядом. прикольно. Что это было? Теперь первые скулящие звуки можно объяснить Офигеть. просто странными криками какого-то странного животного. Однако последний звук отличается от остальных. Он Да. гораздо громче и звучит почти Прям так, рядом как как будто будто. кто-то или что-то зовет на помощь. Как будто рядом Алло? подошел. Слушайте. Убирайтесь оттуда нахрен. Офигеть. Прям в наушники послушайте это, очуметь. Итак, вопрос в том, если бы это было животное, почему оно подошло ближе на звук шагов людей, вместо Ну да. того, чтобы просто убежать? Что бы это ни было, Кеннет Это и Джастин бра-бра. единственные и решают просто убраться оттуда. Итак, учитывая трагическую историю мельницы, могло ли случиться так, что Кеннет случайно уловил призрачный голос одного из 78 человек, Фиг которые знает. погибли при обрушении плотины в Остине? Да, это Решать вам. призраки. Тут рассказывается про дом на холме в Техасе, если не ошибаюсь. В общем, суть прикола, что вот это владельцы. И они даже разрешают туристам всякие, которые не верят в паранормальщину, посетить этот дом, чтобы, ну, так сказать, поверить в это, прочувствовать собственноручно. И вот какая-то группа людей приехала, чтобы убедиться в этом, да, то есть поставили камеры, и, опять же, как рассказывается, они, мол, не верят вообще в паранормальное, просто вот по слухам решили проверить этот дом, насколько смогут. Как вы можете видеть, ее стащили с кровати. Это не было Фига. падением, а затем они выбежали вон. Мы перемотаем это назад и покажем вам на обычном экране. Херакс.
Кажется, нифига. что-то резко сдергивает Викторию с кровати Это как прямо с на комнаты глазах у её друзей, 1408. которые в ужасе наблюдают за Все не происходящим. верили, Камера он не верил, да, и видеонаблюдения в потом комнате пришел, а там фиксирует момент, пиздос. когда Виктория Так и резко тут. встает на ноги, а группа просто убегает. Один из парней так запаниковал, что уронил свой телефон и даже не остановился, Баба, чтобы может, над поднять ними его. сама А теперь угорнула? давайте перейдем почти к часу позже. Сейчас около 3 часов ночи, Ага, и теперь парень по имени позже, Дрю да? хочет сам проверить эту предположительно паранормальную активность. Давай. Он входит в ту же комнату и сразу же начинает агрессивно насмехаться над призраком. Он говорит, что дух трус, Сука, и что козёл, если он давай. действительно хочет напасть Плюнь на мне в кого-то, то лицо. почему бы ему не напасть на человека? Посмотрите на парня в белой шляпе прямо здесь, ребята. Следуйте за ним. Прежде чем я успеваю Чё? закончить предложение, я уже в воздухе. Хорошо, мы собираемся вернуть это на место. Я пробежал прямо по ним обоим. Что Вы ты? сказали, что его толкнули? Итак, Дрю исполнил свое желание. Его что-то сильно толкнуло. А затем он чуть Я не тоже сбил теперь с ног туда двух хочу. своих друзей, выбегая из комнаты. Но это становится еще более странным, потому что когда Дрю и его друзья выбегают, кажется, что-то захлопывает за ними дверь. И если присмотреться Так может, это повнимательнее, сами то они и можно увидеть, захлопывают, как дверная оператор. ручка двигается, как будто за нее тянут. А, Теперь, да, в после натуре, этих жутких слушай. инцидентов, дом на холме с привидениями получил национальное признание в интернете и через различные новостные агентства. Шан Очуметь. Бриджи, репортер местной телевизионной станции ФА, отправляется в Хилл-хаус, чтобы взять интервью у владельцев Кэтрин и Эдварда. Но чего он не знает, так это того, что он тоже вот-вот столкнется с паранормальными явлениями. Прикольно, и всё это давайте будет показывайте, заснято мы его хотим собственной посмотреть. камерой новостей. Что это было? Вы это слышали? В середине интервью мы услышали, как что-то царапается. Мой микрофон не очень хорошо улавливал звук. Фига Я буду там. абсолютно честен, если скажу вам, что слышал его отчетливо. Как эта семья-то здесь живет? И жуткие инциденты в доме с привидениями, похоже, не прекращаются. Потому что помните Викторию, которую какая-то невидимая сила сдернула с кровати? Помним. Примерно через год после ее первого ужасающего визита Виктория снова вернулась в Хилл-хаус. И на этот раз что-то так сильно поцарапало ей спину, что ее рубашка пропиталась кровью. Нифига себе. Так значит, Хилл-хаус в Минерал-Спрингс, штат Техас, является одним из самых Всё, высоких едем в этот призрачных дом. мест на Земле. А не могли бы вы Как остаться разбогатею, на ночь и едем туда. издеваться над духами внутри? Дайте мне знать в комментариях. Так, тут пара, которая посещает разные мистические места. И тут они, Да исследовались, блядь, называется. Короче, Нет, где-то они нет, исследовали, у нет, них что-то нет, дома начало нет, происходить, я нет, так понял. Нет, нет, нет. Нет, 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 нахуй. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Никакой Хайнади, никакой Хайнади. Эль Куарто, это полное соло. Полное соло? То есть ты один? Или ты нас обманываешь? Что-то услыхал. Что-то услыхал. О, дверь. Сама. Здесь нет логра. Я хочу, чтобы вы знали, что такое носотрос. Носотрос? Ну, носом трясти. Мама и Носотрос. Петти начинают беспокоиться, что дух женщины, исчезнувшей в лесу, возможно, последовал за ними домой, беспокойный и неспособный перейти на другую сторону. Паранормальная активность в доме становится настолько интенсивной, что они даже начинают просыпаться по ночам. Ну-ка, давай. Что происходит и в чем причина? Особенно. 10 минут назад вы были здесь. Эй, Кабардинская. Привет, Эй, что кабардинец. Баджар? Нет. Я хочу, чтобы ты был покойным в доме Нуэстро.
Супружеская Я пара не приходит понимаю, в ужас, чей когда визг слышит нужно голос слушать. рыдающей женщины, доносящийся откуда-то из глубины их дома. Мы проверяем все вокруг, но там никого нет. Теперь я должен упомянуть, что Мимо и Петти транслируют многие из своих паранормальных встреч в прямом эфире на YouTube. Так. Когда это происходит, они говорят, что хотят доказать, что их переживания реальные, абсолютно ужасные. Итак, Ну-ка. перенесемся на другую ночь, и семья снова просыпается от звуков, доносящихся из-за двери их спальни. Мэмл немедленно начинает прямую трансляцию со своего телефона. То, что происходит дальше, просто пугает. Мира, мира, мира. Мира, Что мира, мира. случилось? У вас есть Орден Святого Духа или Иисуса Христа, что значит Алихес, что значит Ваес. У нас нет никаких обязательств по отношению к Хагару. У нас нет никаких обязательств по отношению к Нуэстро Что Сида. ты несешь? Я прошу прощения у Иисуса Христа за то, что Он изгнал вас и лишил жизни Эсте Лугара. Это она пытается просто сказать, типа, я не я, жоп не моя? За то, что вы лишили жизни меня. Простите. Зрители в прямом эфире смотрят фильм ужасов, в котором можно увидеть Фильм женское ужасов. лицо, А чё, ну, заглядывающее картинка. в окно. Но это окно находится А, на это втором окно. этаже дома. Мимо не знает о том, что только что произошло. Затем он, наконец, просматривает свой чат в прямом эфире. Это Вентана. Это Энесса? Это Ла Вентана де лас Эскалерос. Что значит Вейрон? Я сам не понимаю, ты ж переводчик. Да, что такое Вейрон? Что такое Вейрон? Я не знаю, Что я не такое знаю, Вейрон? я не знаю. Что такое перо? Нет. Да нет. Это невозможно. Да нет, да не потому может что быть, есть очевидный пиздите, никого парадокс. там типа не Вы было. Ну являетесь мы видели. демонстраром для меня. Не так ли, Мирен Эстелавентана? Распродажа? Распродажа, это они уже разговаривают о том, чтобы дом Шалам. продать нахрен. Проверьте, действительно ли это Лавентана. Вы Вейрон? О, сын моря, примерная памятка показывает, Слушай, ну что сложно никто не там смог бы будет заглянуть в встать, окно если на так их втором подумать, этаже, да? так как оно находится слишком высоко, чтобы кто-либо мог дотянуться. Это нужно было с крыши на стремянках спускаться. Ну типа да, странная такая. Так кто же Хрен это его или знает. что это такое? Мамал и его жена Сами не понятия могли они на имеют, нитках что они могли спустить, привезти домой из леса, а потом где поднять. бродили с привидениями. Может быть, это заблудившийся дух, ищущий помощи? Или Без что-то более понятия. зловещее? Так мы не сможем расследование провести. Здесь, короче, в Казахстане какой-то музей, и охрана замечает что-то странное на видеокамере. Призрак. Офигеть, да? Фига там музей, как церковь какая-то. Так это церковь, наверное. Вон, видите, там свечки можно ставить. Ну и призрак ходит. Нормально. Бледная фигура, которая, кажется, одета в белый халат, с любопытством прогуливается среди музейных экспонатов. У охранников нет никаких... Ни у объяснений одного тому, видео я что не они могу видят. Они понять, считают, что что происходит. таинственная фигура — это призрак. Как так-то? Но без надежного источника информации мы никогда Уже точно не заколебало узнаем, что думать здесь только об произошло. анальщине. Типа, ну, Так наверное, это что-то с действительно камерой. паранормальное явление. Как всегда, я оставляю это на ваше усмотрение. На ваше усмотрение. Тут, короче, рассказывается про парня во Франции. Опять у нас француз. В общем, зашел в заброшенный дом. Что он делает? Вот ты спрашиваешь, что и что, француз? Я говорю, а он по заброшкам лазит, по всяким, у себя там. Вот. И даже не ночью, как я понял.
Просто смотрят, вот смотрят и все. Но тут, естественно, нам говорят, это ж мы тебе не просто так показываем, сейчас что-то будет. Интересно, что? Правильно, ребята. Ну вот и все для сегодняшнего видео. Я День. надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Пожалуйста, зайдите в Инстаграм, где подчеркнуто спорт. Также зайдите на страницу в Facebook. Я всегда там выкладываю все фотографии на Facebook. Здесь Только из Инстаграм, отодвинул, и увидимся посмотрел на и видео на ушел. следующей неделе. Видно, как кто-то выглядывает из-за занавески в окно. Я внимательно просмотрел все видео Колина без купюр и не обнаружил абсолютно никаких признаков присутствия кого-либо внутри этого дома. Ну, С того по момента, логике как вещей с Колин ним кто-то вошел, мог не быть, было само слышно ни собой, звука но... движения. Единственный шум исходит от самого Как мы это Колина, узнаем? когда он бродит по дому. Что еще более жутко, это не единственная странная вещь, которую он запечатлел на видео во Ага, время тут своего еще визита. какая-то странная После вещь. того, как он выложил видео на YouTube, один из зорких зрителей Колина заметил нечто действительно странное. Ну-ка, ну-ка, Итак, ну-ка, мы зоркий начнем с зритель. этого первого, потому что это Что ты выглядит увидел? так, будто внутри него много чего есть. И так оно и есть. У меня здесь есть еще несколько фотографий. Посмотрите. Потолок полностью покрыт плесенью. В углу снова немного конденсата. Взгляните на этот шкаф, он все еще полностью забит одеждой. Офигеть. Ничего себе! Можно распродажу Это устроить. просто потрясающе. Взгляните на это. Это выглядит так, как будто кто-то забирался внутрь. О боже, я имею в виду в сумку, чтобы ударить меня по ноге. Смотрите, кто-то Что в похлопал сумку, меня по чтобы ноге. ударить меня Это по ноге? выглядит так, как будто Ла-ла-ла-ла-ла. кто-то забрался сюда и, возможно, спит здесь. А, он об Вы сумку это ударился видели? ногой и подумал, что его В кто-то по отражении ноге? зеркала в шкафу в спальне можно увидеть пару А, ног, что как стоящих будто бы под за шторами. занавеской, как будто кто-то прячется за занавеской. Но когда Колин снова поворачивает камеру к занавескам, таинственные ноги исчезают. О, мистика, Кроме да того, тут если одна вы мистика. вернетесь к записи, Круто как. сделанной за пару минут до этого, Вот это я мы увидим, понимаю, что чувак ног на там не заброшечку было, сходил. когда Колин вошел в спальню. Итак, случайно ли Urban Explorer запечатлел на камеру не одно, а два паранормальных явления? Вот как это объяснить? Дайте мне знать. Вы можете посмотреть. Ну, кроме всё того, это что это исследование, многое мог другое какой-то на быть вот канале именно YouTube как раз «Бородатый монтаж, исследователь». подстава. В общем, тут рассказывается про человека, работающего на заводе, к которому пришел, по идее, новый сотрудник. Но ему сказали, что никакого сотрудника нового не было. А он такой, да давай, здорово, чё, как там, братан, давай. Садись, конечно, сейчас все расскажу, что как там. Давай, садись. Ну вот, мы тут работаем, в общем, я вот тут сижу в основном. Вот тут компьютер, там вот ВКонтакте, там туалет, На там кадрах столовка. видно, что охранник ни с кем не разговаривает по душам. А Он вот, ну что отодвигает мы стул там... рядом с собой и машет тому, с кем разговаривает, чтобы всё, тот нам подошел занос. и сел. И это еще не все, потому что... Вы это видели? Как раз в тот момент, когда охранник отодвигает стул, мимо него, кажется, движется темная фигура с руками и ногами, а затем растворится в воздухе. Многие считают, что охранник разговаривал с призраком старого работника, который, возможно, скончался на фабрике. Возможно, даже с кем-то, кто попал в аварию со смертельным исходом Очуметь. в первый день своей работы. Но это настоящий призрак, заснятый на камеру или нет? Ну странно, Решать если только реально вам. чувак такой типа не Большое вдуплял, спасибо, что происходит, и на утро сказал, ёпта, кто это нахуй? Ну что, как думаете? Я же вам говорил, это очень интересная подборка, там где реально мозг ломается от того, как это могли подставить или смонтировать. Но я уверен, что ты разглядел намного больше, и также уверен, что у тебя множество вариантов, как это могло произойти. Обязательно пиши про них в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.